Сегодня мы поговорим о физической активности и сахарном диабете с комментарием врача-эндокринолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Сахарный диабет – это хроническое заболевание, связанное с нарушением обмена глюкозы в организме. Управление уровнем сахара в крови играет ключевую роль в продлении жизни и улучшении ее качества. Лечение диабета включает модификацию образа жизни, соблюдение правил рационального питания, медикаментозное лечение и, конечно же, физическую активность, которая является важным компонентом в поддержании оптимального уровня сахара в крови. Однако она должна быть подобрана с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента. Почему физическая активность важна для пациентов с сахарным диабетом второго типа? Физическая активность способствует улучшению чувствительности клеток к инсулину, снижает инсулинорезистентность. Это позволяет более эффективно использовать глюкозу крови, что помогает снижать уровень сахара и уменьшать риск осложнений. Кроме того, физическая активность способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, поддерживает нормальный вес, снижает уровень холестерина. Рекомендации по физической активности. Первое. Консультация с врачом. Перед началом любой активности пациентам с сахарным диабетом следует проконсультироваться с врачом, особенно если они не занимались спортом ранее или имеют другие хронические заболевания. Какие факторы необходимо учитывать при занятиях физической нагрузкой? Исходные показатели глюкозы крови, интенсивность нагрузки, длительность нагрузки, наличие осложнений и сопутствующих заболеваний, возраст пациента. Второе. Тип активности. Пациенты с диабетом могут заниматься различными видами физической активности. Приветствуются аэробные физические упражнения, интенсивная ходьба, скандинавская ходьба, велосипед, плавание, акваэробика, танцы. Третье. Продолжительность. Обычно физические упражнения должны быть продолжительностью от 30 до 60 минут, предпочтительно ежедневно, но не менее 3 раз в неделю. Суммарная длительность не менее 150 минут в неделю. Четвертое. Мониторинг уровня сахара в крови. Важно регулярно контролировать уровень сахара в крови, особенно перед, во время и после физической активности, в особенности пациентам на инсулинотерапии или на пероральных препаратах, которые стимулируют выработку инсулина. Это поможет избежать гипогликемии, снижения уровня сахара, или гипергликемии, повышения уровня сахара. Профилактика гипогликемии при кратковременной физической активности. Не более 2 часов. Дополнительный прием углеводов. Измерить гликемию перед и после активности и решить, нужно ли дополнительно принять 1-2 хлебных единиц медленно усваиваемых углеводов до и после нагрузки. При исходном уровне глюкозы плазмы более 13 моль на литр или если активность имеет место в пределах 2 часов после еды, дополнительный прием хлебных единиц перед нагрузкой не требуется. В отсутствие самоконтроля необходимо принять 1-2 хлебных единиц до и 1-2 хлебных единицы после активности. Профилактика гипогликемии при длительной физической активности более 2 часов, снижение дозы инсулина, поэтому длительные нагрузки должны быть запланированными. Подбор терапии в данном случае индивидуальный. Заключение. Физическая активность имеет важное значение в управлении сахарным диабетом. Она способствует улучшению контроля над уровнем сахара в крови и общему состоянию пациента. Однако, она должна быть адаптирована к индивидуальным особенностям каждого пациента и выполняться под контролем врача. Ведение активного образа жизни в сочетании с регулярным медицинским наблюдением помогут пациентам с сахарным диабетом достичь наилучших результатов. Еще больше информации вы можете найти на нашем канале по различным медицинским направлениям и советами практикующих врачей, которые могут вам быть полезны. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!